Океан – невероятно страшное и опасное место. Неудивительно, что люди находят в его глубинах странные, а порой пугающие и загадочные вещи. От корабля, затонувшего в IV веке до нашей эры, и летающей тарелки, до древнейшего компьютера и руин Атлантиды. С вами канал Фактопс, и в этом выпуске вы узнаете про самые необъяснимые и пугающие вещи, найденные в океане. Япония – страна со множеством интересных островов. У большинства из них есть что-то необычное. Одним из таких является остров Янагуни. Но речь пойдет не совсем об острове, а о том, что спрятано в его прибрежных водах. Дело в том, что 37 лет назад директор туристической ассоциации острова Кихатиро Аратаке в поисках новых мест для погружений наткнулся на глубине в несколько метров на удивительно ровные и правильные каменные конструкции. Они очень напоминали постройки, скорее даже пирамиды. Одна из них уходила вниз на 26 метров до самого дна и имела весьма ровные плоскости. После многочисленных погружений было установлено, что центральная часть имеет высоту чуть больше 40 метров и основание 180 на 150 метров. Исследование по бериллию показало, что образование подводного города завершилось не менее 10 тысяч лет назад. Следовательно, это и есть время, когда море затопило эту часть суши. И сам монумент, что полностью совпало с оценками ученых изменения в прошлом уровня Мирового океана. На основании этого геологи определяют возраст монумента от 10 до 16 тысяч лет. Сначала монумент Янагуни как-то не заинтересовал мировую ученую среду, и подводный город был практически проигнорирован археологами. И первая научная экспедиция состоялась только в 1997-м. Вам может показаться, что ничего интересного здесь нет, но это не так. Многие ученые до сих пор спорят о том, является ли подводный город полностью естественным образованием, либо имеет частичное или полное искусственное происхождение. Непонятно. А что думаете вы? Космический корабль. В 2012 году дайвинг-группа из Швеции обнаружила объект цилиндрической формы во время исследования Балтийского моря. Объект окружает тайна, так как его происхождение и функции неизвестны. Некоторые утверждали, что это обычное скальное образование, в то время как другие называют его новым Стоунхенджем. Существует также предположение, что объект представляет собой небольшой подземный вулкан или ледниковый нанос. Как только была объявлена о находке, уфологами тут же было выдвинуто предположение, что это НЛО или разбившийся инопланетный космический корабль. Для некоторых людей эта теория является вполне логичной, просто потому что объект напоминает тысячелетний сокол из Звездных войн. Из-за этого сходства люди допускают, что тот предмет, который упал из космоса. Кто-то явно смотрел телевизор слишком долго. Жду в комментариях ваши версии на этот счет. Самый древний компьютер. В 1901 году с затонувшего древнего судна был поднят самый древний компьютер – антикитерский механизм. Ученые утверждают, что антикитерский механизм впервые заработал в 178 году до нашей эры. Устройство имеет сложную систему из 30 замысловатых бронзовых шестерен, используемых для работы системы, которая отображает дату, положение Солнца, лунные фазы, а также предсказывает затмения. Фактически это сложный аналоговый компьютер. Ни одна другая известная древняя машина не демонстрирует такого уровня инженерии. По крайней мере, еще на протяжении тысячи лет. Поначалу ученые могли только догадываться об использовании механизма, потому что он слишком хрупок, чтобы исследовать его вручную. Достижения в области визуализации, такие как трехмерные рентгеновские сканеры, позволили увидеть множество рабочих частей машины и даже надписи, которые содержат инструкции по использованию устройства. Двигатель Аполлона-11. 20 июля 1969 года нога человека впервые коснулась поверхности Луны. Спустя 42 года один американский миллиардер профинансировал экспедицию по поиску потерянных более 4 десятков лет назад двигателей. 3 недели активных поисков в открытом океане экспедиции американских подводных археологов принесли сенсацию. 2 из 5 двигателей ракеты, которая в июле 1969 года вывела экипаж Аполлона-11 во главе с Нилом Армстронгом в открытый космос, были обнаружены на глубине 4 километров, а затем подняты на поверхность. Пролежавшие под водой более 40 лет двигатели сразу отвезли в сторону мыса Канаверал, главного космодрома в США, где специалисты тут же занялись их подготовкой в качестве выставочных экспонатов. Двигатели до сих пор проходят антикоррозионную обработку и консервацию для предотвращения. Весьма вероятно, что в конечном итоге легенда американской космической программы окажется в Национальном музее авиации и космонавтики. Руины Атлит-Ям. На поиски удивительных подводных достопримечательностей многие путешественники отправляются в Израиль. Именно здесь находится один из самых древних на планете затопленных городов. Возраст руин Атлит-Ям, по версии современных ученых, составляет не менее 9000 лет. Расположены руины в прибрежном районе Хайфы.
Как удалось выяснить ученым, тысячи лет назад они представляли собой довольно крупную и процветающую деревню. Уникальное дно, которое имеет место в прибрежном районе Хайфы, позволило тысячелетним постройкам отлично сохраниться. Степень сохранности затопленного города настолько высока, что исследователям удалось обнаружить на его территории полностью уцелевшее древнее кладбище, а на месте жилых построек были обнаружены насекомые, которые досаждали жителям деревни тысячи лет назад. Главной загадкой руин Атлит-Ям остается причина их затопления. Многие исследователи склоняются к версии, что деревня постепенно ушла под воду из-за таяния ледников и расширения границ Мирового океана. Другие же склоняются к версии внезапного цунами, учитывая то, что подводный артефакт был обнаружен совсем недавно, в 1984 году. Его исследование находится на начальном этапе, впереди ученых немало важных открытий. Но больше всего впечатление, конечно же, произвела вот эта яма, которая является чем-то вроде ритуального места. Также ученые нашли свыше 60 мест захоронения человеческих останков. Вам может показаться, что эти останки ничего никому не дают, и они абсолютно бесполезные. Но это совсем не так. Эти останки рассказали ученым о самых ранних случаях туберкулеза. Эта информация может сильно сказаться на истории медицины. В целом, неподалеку от населения были найдены и кости диких и домашних животных. Древний корабль. На дне Черного моря исследователям удалось разыскать останки корабля, затонувшего примерно 2400 лет тому назад. Удивительная находка свидетельствует о том, что уже в античные времена движение морского транспорта в этом регионе было очень оживленным. Судно, груженное амфорами, древнегреческими керамическими емкостями для перевозки жидких и сыпучих веществ, а также продуктов питания, затонуло в IV веке до нашей эры. В те времена Древняя Греция переживала расцвет экономики и культуры. В одной из амфор обнаружены кости большой пресноводной зубатки. Рыба была высушена и порезана на куски. Жареная зубатка пользовалась большой популярностью в Греции. Интересный факт. Институт океанографии штата Массачусетс провел исследования, которые показали, что зубатка была поймана в промежутке от 488 до 228 года до нашей эры. Группа американских и болгарских ученых под руководством Роберта Балларда, океанолога в свое время нашедшего Титаник, сообщила о том, что судно лежит на глубине около 100 метров в нескольких километров от побережья Болгарии. По словам исследователей, греки ходили в Черное море за рыбой и золотом. Эгейское море прекрасно, но стерильно. В нем очень мало питательных веществ, а потому оно не может служить богатым источником морских биопродуктов. Атлантида. Немецкий ученый доктор Рейнер Куен утверждает, что ему удалось найти месторасположение легендарной Атлантиды. Он уверяет, что она была вовсе не островом, как принято считать, а находилась на одном из испанских берегов. После долгого изучения фотографий местности со спутников в районе андалузского города Кадиса, он обнаружил следы двух построек, которые могли быть античными храмами. Этот регион в период от 800 до 500 года нашей эры подвергся разрушительному наводнению, которое могло породить легенду об утонувшем острове. Вокруг руин храмов он обнаружил частично сохранившиеся круги, которые, возможно, являются остатками каналов или, быть может, рвов, расходившихся кругами от центрального острова, как это описано у Платона. По мнению ученого, серебряный храм был посвящен Посейдону, а второй, золотой, был храмом-дворцом, который Посейдон построил своей жене Клейте. Эти круги несколько больше тех, о которых говорил древнегреческий философ Платон. Однако ученый уверен, что тут либо умышленно преуменьшил размеры острова, либо сама древнегреческая единица измерения длины была процентов на 20 больше, чем теперь принято считать. Стоунхендж, озеро Мичиган. Думаю, каждый хоть раз в жизни видел фотографии Стоунхенджа в Великобритании. Он является одним из самых известных в мире древних каменных памятников, но далеко не единственный. Похожие каменные сооружения были обнаружены по всему миру. К примеру, в 2007 году во время исследования дна озера Мичиган с помощью гидролокатора группа подводных археологов обнаружила серию камней, выстроенных в круг на глубине 12 метров. На одном из камней был обнаружен выгравированный рисунок. Изображение похоже на очертания на мастодонта, животное, которое вымерло около 10 тысяч лет назад. Версия о древнем Стоунхендже достаточно правдоподобна, ведь ученые уже находили подобные структуры в этом районе. Странное сооружение. В
В канадском озере дайверы обнаружили следы прошлого древних жителей Западной Канады. Во время участия в уникальном подводном проекте в 2005 году они нашли очень любопытную каменную структуру на глубине около 12 метров в озере Макдональд, провинция Онтарио, Канада. Эта структура состоит из вытянутого куска камня весом около 450 килограмм, почти ровной поверхностью которой покоится на 7 камнях размером с бейсбольные мячи, которые в свою очередь стоят на плите весом около тонны. Сначала было выдвинуто предположение, что это природная структура. Пока геологи и археологи не изучили снимки структуры более детально, было доказано, что этот объект был создан человеком. Такие объекты ученым хорошо известны, называются они сейдами, являются объектами поклонения северных народов, особенно много их на русском севере. Но в комментариях обязательно расскажите, на какую из этих находок вы бы хотели взглянуть своими глазами, а также не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео.